привет! У нас сегодня тест одних из самых мощных сабвуферов в России, в мире. У нас такая неплохая коллекция собралась, преимущественно это неодимовые сабвуферы, но не только. Есть очень мощные ферритовые, какие-то из них больше предназначены для соревнований по звуковому давлению, какие-то больше подходят для повседнев. Тест сделан не чтобы выявить, какой сабвуфер лучше, для чего, какой хуже. Просто для общей информации мы посмотрим, расскажу, во-первых, про каждый сабвуфер, вам историю, если она есть у этого сабвуфера. И мы посмотрим в одинаковых условиях, какое давление они нам создадут. К нам сегодня приехали наши друзья с Сальска, Антон и Рома, на машине, подготовленной под одну пятнашку. Она у нас тоже сегодня вот здесь, это каденс, с нее результат максимальный у них был 154+. Он у нас тоже будет участвовать. Давайте ближе познакомимся с сабвуферами, которые у нас сегодня в тесте. Итак, давайте слева направо. Первый у нас почти легендарный EFI BTL N2. Неодимовый. Далее идут у нас два брата, старший и младший, Bass Warrior из города Орел. Прилетели, Андрюха делал ложков. Это 4-дюймовая и 3-дюймовая версия сабвуферов, одних из самых лучших для соревнований. У нас 3-дюймовая версия лучше для соревнований, 4-дюймовая подходит отлично в повседневку. Вот посмотрим, как у них будет различаться результат. Легендарнейшая Z от Digital Designs, тоже неодимовый. Дальше вот каденс, который в этой машине родной. И B2. B2, который я 2 раза уже разваливал, его в этот раз затюнинговали так, что его развалить будет очень сложно. Очень хороший сабвуфер. Проблема у него была с каркасом оба раза, катушка разрывалась пополам. Интересы ничего не затронуты, то есть вот ту же Z-ку сейчас привезти нереально, и даже если вы ее привезете, это будет ценник там 150 и даже может больше тысяч, под 200. B2 тоже очень большая сложность с ними. Вот, поэтому... Не надо там писать, что у нас сегодня кто-то там выиграл. У нас все время, что не тест, там начинается, что вот вы предвзято относитесь там к прайду. Прайда у нас нет сегодня. Хотели его тоже подключить, но начался бы срач. А он бы проебал, да, все равно? У нас же в магазине прайд никогда не выигрывает. Или пару раз выигрывал, да? Пару раз выигрывал, почти всегда, блядь. А вы пишете, да? ЛК тестили с СА, прайд выиграл. ЛК тест, ББ тестили с FX, по-моему, да, или с FX что мы тестили, тоже выиграл. Не, у нас прайд всегда проигрывает, по вашим словам, поэтому идите вы нахуй, правда нет сегодня. Ящик у нас сегодня такой вот боевой, пристреленный, именно под машину. Машина 9-ка хэтчбэк или 4-ка, что это? Погода у нас сегодня радует. Стрелять мы будем с BMW, прям с ее рабочей аудиосистемой, просто прокинули провода в 9-ку, в 4-ку, неважно. Первым B2 почему-то Тёма решил. Почему? Это вот парни предоставили машину, спасибо им большое, заранее скажем. Про 4-ку пару слов. Вот такой вот у нас хардкор. Провода прям по салону прокинуты. Трехполоска стоит. Пищалки в стойках. Это не очень хорошо, на улицу не послушаешь. Да? На улицу без высоких. 195 Alpine. Ну, нам вся эта аудиосистема сегодня не нужна. У нас будет... Мы будем стрелять вот с 99-го, старамся. Bass Warrior сегодня отдыхают. Замеры мы только что сделали, и в таком формате я вам про них расскажу. Я буду показывать, кто какое место с каким результатом занял, и прикладывать видео замера. Все сабвуферы мы мерили на частоте 52 Гц. Это пристреленный короб именно на эту частоту. Частоту не меняли. Поэтому докопаться в тесте можно много до чего. Начать от того, что ферриты с неодимами сравниваем, бэушные новые, реконенные, нереконенные. Этот тест сделан чисто ради интереса, поэтому я вас прошу не относиться к этому как к рейтингу. Но порядок цифр нам показывает, какой сабвуфер у нас дает большее давление. Когда разлет у нас идет большой, тут видно, что это происходит из-за сабвуферов 0.1, 0.2, 0.3, которые отличаются. Понятно, что если очень захотеть, можно подвести там, вывести этот сабвуфер в топ и наоборот, показать меньше. Американец EFI BTL N2. Такой есть только у нас и у Стива Мида, да? Остался парочка. 52 Гц. Готовы?
прямо отсюда слышу, что мало. 152,0. 6,5. Ну я кручу, там не добавляется, я прям слышу. До 40 уже перестает добавлять. 152,0, да? Так, сейчас заряжаемся и второй замер. Готовы? Попробуем больше. Что больше? Влить. А я вливаю, там перестает расти, да. Я просто кручу, там уже уходит и похуй. Ну я сейчас могу на максимум влить. Давай. Ебаный пионер, хуй выкрутишь. Ну чуть-чуть добавила, да, 152,1. Итак, BTL у нас показал максимальное давление 152,1 и мощность при этом была 5900 Вт. И он занимает у нас почетное последнее место, как в топ-гире вешаем. На предпоследнем месте еще ферритовый сабвуфер, это B2, реконенный Андреем Биохазом. Он показал в первом замере 152,9, во втором 153,1. При этом мощность была 6800 Вт. Так, пару слов об B2. Вот перед тем, как у него ломалась катушка, очень сильно меня радовал. Очень круто для повседневного сабвуфер играет. Ну, один из самых вот лучших, что у меня стоял по звуку. Вот по низам, наверное, только с DevBonds могу сравнить. Такой мясной сабвуфер. Очень приятно играет. Но вот косяк был с катушкой. Сейчас это вроде устранили. Я надеюсь, сегодня он выживет у нас. И мы его кому-нибудь продадим. За 45 тысяч. А вот и первый косяк, который мы устраним сильной затяжкой. Главное, корзину не сломать. Прибором меряем мощность SMD-шным. SPL Lab. Тарамс, питание 2400, Хавкера 300 и генератор 210 ампер, штатный BMW. — 152,9. А мощи 6778. 153,1. 153,1. Этот сабвуфер у нас занимает предпоследнее место. Далее у нас идет сабвуфер, который мы добавили. Мы последним сделали его замер. И очень достойное давление он показал. Это DevBonds 153, новинка. Бюджетный сабвуфер. Там стоимость 20, по-моему, 2 или 23 тысячи. Денчик, сколько он стоит? 22 или 23, я вообще угадал. 153 ровно в обоих замерах он показал. И мощность при этом была 7400 и 8 киловатт. Нас уже пытаются уволить соседи, но мы сделаем еще пару замеров. 153 DevBonds. Интересно стало, сколько сможем с бюджетного саба вот с этого вытащить. Сколько он стоит, Тём? 22? Да, или 23. Готовы? Да. Не растет даже. 153,0. 153 ровно, 8400. 153,0, 8400. Нормально дает, да? Давай. — 7450. Также 153 ровно. Я вот про мощность хочу сказать отдельно. Не надо относиться к ней там как к какой-то константе. Я докручивал там, где сабвуфер перестает уже давать давление, система перестает давать давление больше, и прокручивал выше, чтобы у нас не было риска не додавить. Это привело к защите 2 раза на Тарамсе, у нас была защита. Но таким образом мы исключили то, что мы не докрутили какой-то сабвуфер. Мощности вливали более чем достаточно. И мощность, которая у нас
здесь показана, она какая-то с клипом, какая-то там, какая-то с большим клипом, какая-то с меньшим. Далее идет DDZ, и он сильно удивил, потому что давление он показал для такого уровня сабвуфера не самое лучшее, прямо скажем, при этом пошел запах у нас. Грубили не сильно, я грубил на всех сабвуферах примерно одинаково. 8 киловатт потребил он мощности, максимальное давление он показал 153,2 децибела. Он занимает почетное 4 место, в тройку он не попал. Так, следующая у нас Z-ка на очереди, уникальный сабвуфер. С Audio Extreme шайба? А ты так прямо определяешь? У нас Урен сегодня присутствует, он просто на глаз раз сразу говорит шайба с Audio Extreme. Давай тогда, Кузя, поснимай сейчас сабвуфер. Сейчас замеряем Z-ку. Готовы? Киловатт, 38 ватт. А, мне видно они. Видно? Сейчас заряжаемся, еще один замер. 8 киловатт, да? Готовы? Да. 152,8. Что-то мало, всего 6 киловатт. Что-то ей хуёво. О, Духан пошел. Ага. Так, у нас с Z-ки пошел запах небольшой. И результат 153,2 первый и 152,7 второй. Что-то не так. Так, у нас очень сильно воняет катушка. Прям вот на улицу. В 2 метрах аж слышно запах. Непонятно почему. Она раскаленная просто, пипец. Ну, сделаем скидку на то, что это реконенный сабвуфер. 3 место Bass Warrior 3-дюймовый. 153,5 децибела максимальное давление. При этом потребил он 8600 ватт. Во втором замере он потребил на 300 ватт больше и при этом показал на 0,1. Примерно 2 одинаковых замера 153,5, 153,4. Bass Warrior Made in Russia. Легендарнейшие Андрея сабвуферы handmade. Одни из лучших в мире, можно сказать. Это эксклюзивно для меня он делал. Сабвуфер ветеран уже, он в Форде поперестрелял сколько. Максимальный рез с него был в седане 153,5. Гаражный и зафиксированный на МТ 152,2. С закрытыми дверьми, заметьте. Готовы? Да. Сколько? 153,5. А мощность? 8680. 9 киловатт. 8600. Второй замер Bass Warrior 3-дюймовый. $960. 8961, почти 9 киловатт, 153,4. Да, прибор шикарный. 8900, да? Он занимает почетное 3 место. 1 и 2 место я бы не отдавал кому-то, вот прям 1 и 2. Практически одинаково показали давление сабвуферы. Но Bass Warrior 4-дюймовый показал чуть-чуть больше, чем Cadence. И в первых замерах это было на 0,4 отличалось. Но вот хозяин автомобиля и хозяин этого сабвуфера попросил сделать еще повторный замер, более плотно зажать стекло, потому что его результат, обычный его результат был чуть выше. Мы действительно выжали больше с этого сабвуфера, и он приблизился по результату к Bass Warrior 4-дюймовому. И попробуем еще раз Cadence посильнее держать стекло, потому что возник вопрос, что там по-разному держали стекло. Но я думаю, если тут сильно вдвоем нажать, прилетит рез. Смысл в том, что максимальный рез у пацанов был 154,4, сегодня у нас 153,9, по-моему, он максимум показал. Да, Cadence 153,9. Вот ребята хотят выйти на свою цифру, на свой максимум. Попробуем, то есть еще финальный замер Cadence сделаем. Держите? Все, готовы? Оп. Не знаю, защита походу. 154,1. 8700 и
А у меня усилитель сломался. Нет, он в защите, красная горит. Пиздец, наебнули мне тарамцы. Ну сейчас еще пусть постоит, выключим. Да не похоже было. Просто что-то не понравилось ему, наверное. Машину, наверное, за тебя дали. 8700, по-моему, не было до этого. Было 8900. Больше было. Да. А сейчас 8700, да? Да. Или ладно, держи, на. Все, 4-й замер. Защита. А просадка не сильная, вообще 13 вольт сейчас было. Он успел что-то? Я заснял. Сколько? 154. Я сбросил. Ровно, да? Да. А мощность какая? 8700. Теперь 4-дюймовый на очереди Басварьор. Мотаный. Опять же с Уреном. Ну ты как знал, да, ты приехал сегодня, что это? Да, я случайно приехал. Рекламу сделаем с Урену. Но если он сейчас много покажет, это значит, что ты хорошо мотаешь. А если мало покажет, значит, что плохо. А прикинь, он развалится сейчас. А мы же Все, замерили каденс. мы с тобой будем контракт разрывать тогда. Каденс же нами тоже. Ну да, в принципе. Пока ваши катушки лидируют. Надо было с заводским сравнить, если бы он у нас был. Он влезет вообще? Да, влез. Так пальцы отдавливаются. Так, мы готовы к замеру Басварьор 4-дюймового. $154,2, 7700. Басварьор 4-дюймовый, максимальный результат у нас 154,2 децибела на 7700 ватт. И каденс 154,1 децибел на 0,1 отличается при 8700 на киловатт больше. Ну, я бы тут не разделял. Примерно та же мощность, потому что в разных замерах они у нас все показали с разлетом в 1 киловатт, где-то я клипа больше вливал, где-то клипа меньше. Но порядок цифр мы видим, около 8 киловатт влетело в каждый сабвуфер, и при этом давление они показали 154,2, 154,1. И таким образом у нас занимают первое и второе место каденс и Басварьор 4-дюймовый. Мы видим порядок цифр, мы видим, что у нас некоторые сабвуферы дают меньше, но у нас очень много но в этом тесте. Там какие-то сабвуферы у нас реконенные, какие-то нет. Мы просто сегодня хорошо провели время, к нам ребята приехали в гости, сделали вот такие вот замеры. Нам было очень интересно. Надеюсь, вам тоже такой тест понравится. Обсуждайте, спорьте. Вот эти вот сральники, которые срутся, да, постоянно. Вы тоже добро пожаловать. Очень смешно некоторые комментарии читать. Смотрите, а мы, по-моему, будем пиво пить и читать это все. Тёма, да, он любит, он говорит, его прям нравится, когда он же сам тролль с большой буквы. И вот когда он видит своих собратьев, он сразу налетает. Да, сейчас начнется, что вы там, что начнется? Коробка под каденс специально сделана, да? Коробка, да. Напишут в первую очередь. Ладно, короче, мы вам показали цифры, что вам с ними делать, сами думайте. У нас никакого интереса не было здесь, там какой-то сабвуфер показать больше-меньше. Ребята сами вот приехали, видели, насколько замеры честные. Все громкости мы докручивали больше, чем нужно. Между замерами машина заряжалась, и в принципе просадок у нас, ну просадки были, но они адекватные. На примере того же каденса, который мы мерили каким? Первым? Вторым, по-моему, мы его мерили, и последним мы увидели, что падения у нас в цифрах не было, был даже рост, мы держали больше стекло, поэтому не надо грешить там на питание. У нас было все отлично с питанием, с усилком. И вот основные выводы, которые можно сделать по этому тесту, хоть какие-то сабвуферы там были реконенные, хоть какие-то нет, удивил BTL, он очень мало относительно остальных сабвуферов показал при его очень дорогой стоимости. Еще больше удивило, что у нас Z-ка. DevOnes, да, отличное давление показал для его цены, то есть он здесь с каденсом примерно в одной категории, и каденс у нас, напомню, это копия IQ 415, который тоже был вот в тесте в Краснодарском как-то, он тоже неодимовые сабвуферы, там выигрывал многие
Очень удачно собранный сабвуфер, что IQ, что вот каденс, очень интересный. У нас, по-моему, пятнашек нету, но двенашки вы можете заказать такие. Хороший сабвуфер, хорошее давление. В повседневку, вот если верить хозяину сабвуфера, он тоже достаточно живучий. Сурен поприсутствовал на тесте у нас сегодня, пытался впихнуть туда в невпихуемое. JL Audio свой притарабанил 13.8. Он туда, к сожалению... Да, он бегал, кричал: дайте лобзик, дайте фанеру, сейчас я сделаю проставочное кольцо. Ну, решили перенести, потому что уже и так темнеет. Соседи пришли нас выгонять из магазина, как всегда, собирать подписи, чтобы магазин закрыть. Ну, вернее, одна соседка у нас такая есть, остальным не мешает. Вот одной мешает. Чё еще? Все, да? Скоро новый тест будет. Питание. Короче, Тёма говорит, надо заканчивать. Делать камеру. Тест, надеюсь, вам понравился. У нас, те, кто нас смотрит, эти зоофилы их называют. У нас есть одни комментаторы, которые просят кошку, и другие комментаторы, которые называют их зоофилами и говорят, что вы заебались со своей кошкой. Вот зоофилам на радость. Продаем 5000 штук. Кошка сегодня родила 3 котенка, что ли? Все рыжие. Мы назовем их по цвету Cadence, Ground Zero и кто еще оранжевый? И Sundown Audio. И Ария, да. В зависимости от пола. Все, подписываемся, покупаем котят. Короче, все, дурка пошла, хватит снимать. Дайте плюс контроля Давида. Комментарий. Какого? Редоку? Хрустим. Это хрома. Шайбы хрустят реально. Хрустим. Будет очень сложно, очень хороший сабвуфер. Иди нахуй отсюда. Пошел сам. Чего ты пришел? Шурбоёб нужен. Как корпоративная культура у нас отсутствует напрочь. Вы можете меньше материться, а? Шурупер нам сверлит под что? Шурупер там, что ты будешь делать?